Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как сделать вот такие серьги и колье в технике фриволите иглой. Список всех необходимых для работы материалов, а также ссылка на схему есть в описании под видео. Мотив у нас небольшой, поэтому оставляем небольшой хвостик. Набираем 7 двоек узлов фриволите, разделенных между собой пико. Пико делаем небольшие, примерно 3-4 мм. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Закрываем цепочку в кольцо и делаем фиксирующий узелок. Теперь мы будем выполнять дуги и присоединять их к центральному кольцу. Набираем 8 узлов, пико, 4 узла. Протягиваем иголку через узелки и слегка затягиваем дугу. Проходим иголкой через первое пико центрального кольца, снизу вверх и делаем фиксирующий узелок. Выполним еще одну дугу, немного ее увеличив. Набираем 4 узла, присоединяемся к предыдущей дуге. Затем набираем 2 узла, пико, 5 узлов, пико, 4 узла. Таким же образом, как и в прошлый раз, присоединяем дугу к следующему пико центрального кольца. В следующей дуге набираем 4 узла. Соединяемся с предыдущей дугой, затем выполняем 7 узлов, пико, 5 узлов. Присоединяем дугу к следующему пико центрального кольца и делаем фиксирующий узелок. Для следующей дуги набираем 5 узлов, присоединяемся к предыдущей дуге, затем набираем 9 узлов, пико и еще 5 узлов. Далее выполняем симметричные дуги, присоединяя их к центральному кольцу. Последнюю дугу присоединяем к основанию центрального кольца. Отрезаем нитку, которая идет к клубку, и завязываем еще один узелок.
Теперь нам нужно спрятать кончики в узелки рядом расположенного кольца или дуги. Если вы еще не знаете, как это сделать, то вы можете посмотреть урок на эту тему на моем канале, пройдя по ссылке в правом верхнем углу или в описании под видео. Для колье нам понадобится 5 таких цветочков. В середину центрального цветочка я решила пришить жемчужную бусину. Теперь соединяем цветочки между собой при помощи маленьких колечек. Я взяла колечки 3 мм в диаметре. Таким же образом присоединяем цепочку к крайним пико, а затем крепим замочек и удлинитель. Серьги выполняем по такой же схеме, только не делаем пико для соединения во второй дуге, а просто набираем 7 узлов после соединительной петли. Для сережек я взяла колечки 6 мм в диаметре. Крепим одно колечко к центральному кольцу, а затем при помощи второго присоединяем швензу. Вот и все. Наши серьги и колье готовы. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео.